Друзья, всем привет, с вами Алекс Павлов, а это значит, что вы смотрите, верно, канал Hangover. Многие из вас спрашивают, почему так важно нажать колокольчик, подписаться на канал, нажать лайк и написать какой-нибудь комментарий. И почему мы постоянно об этом вас просим. Рассказываю. Если вы даже подписаны на канал, но не нажали колокольчик, то YouTube крайне редко показывает вам то, что у нас вышел какой-то новый ролик, новое видео. А чем меньше у ролика просмотров, лайков и комментариев в первые 24 и 48 часов, тем реже ролики попадают в раздел «Рекомендованное» и вообще в ленту наших друзей. Поэтому теперь вы знаете, для чего нужно лайкать, комментировать, подписываться и жать этот гребаный колокол. Меж тем, несмотря на алгоритмы YouTube и благодаря вашей активности, канал медленно, но верно растет. И мы решили, что как только мы дорастем до 30-тысячной аудитории, мы устроим онлайн-стрим и ответим на вопросы подписчиков и пообщаемся с вами в прямом эфире. А что делать теперь? Конечно, написать в комментариях, как вам эта идея. Партнером этого выпуска Hangover News является питерский стритвеар-бренд для настоящих рок-н-ролльщиков Медуза. У ребят 7 ноября выходит новый дроп, или по-русски новая коллекция, поэтому заходите к ним на сайт, чекайте, что новенького, и приятных вам покупок. Ссылка в описании. Одна из тем выпуска, которые коснулись гости, это рокеры из ЗОЖ. Что это? Новый тренд среди музыкантов? Или рок-н-ролл, выпивка и наркотики? Это уже клише и моветон в 2020 году. Что думаете на эту тему, напишите в комментариях, а также напишите, как вы относитесь к ЗОЖ. После какого-то перерыва на канале вновь вышло интервью. Интервью с Юрием Музыченко из The Hatters. Также, я думаю, Юра знаком вам по многим YouTube-шоу. Если не видели, посмотрите. Многие просят, чтобы интервью выходили чаще. Мы тоже этого хотим, но на данный момент интервью – это самое затратное по времени и по деньгам, самый затратный контент. Поэтому если у вас есть возможность поддержать более частый выход интервью, то вот здесь сейчас появится QR-код, наведите на него свой смартфон и переведите любую сумму. Мы будем вам благодарны, и, возможно, интервью станут выходить чаще, чем раз в месяц. Может быть, 2, может быть и 3. Все зависит от вас. А я сегодня, пожалуй, ворвусь еще и в рубрику «Релизы». А перед этим хочу сказать спасибо девушкам, которые откликнулись, написали комментарии, что тоже смотрят канал Hangover. Нам очень приятно. Поэтому продолжайте радовать и нас, и наших подписчиков брутальных вашими комментариями, лайками. Девушки, мы вас любим, спасибо. Релизы. 5 ноября выходит сингл группы Outkast под названием Smack My Bitch Up. Это кавер на группу Prodigy. И, скорее всего, в этот же день выйдет клип на эту песню, которую мы сняли на концертах в Питере и Москве. В общем, 5 ноября заходите на любые цифровые площадки и чекайте новый сингл группы Outkast. Напишите, как вам. Как оказалось, не все знают, что помимо группы Outkast я играю в группе Stardown. И недавно у альбома Void был небольшой юбилей. Это, наверное, один из самых моих любимых альбомов, над которым мне приходилось работать. Наверное, потому что я написал там всю музыку и спродюсировал его. В общем, если не слышали, прочекайте, ссылочка будет в описании. Также на прошлой неделе вышли альбомы Брингов и альбомы группы Wildways. Мы их обязательно обсудим в следующем выпуске с очень крутыми гостями, поэтому через неделю ждите нас в том же самом месте, в то же самое время, во вторник или в среду, пока не скажу. Погнали! Всем привет, это Hangover News. Сегодня у нас очередной выпуск, и гостями сегодня стали Дмитрий Спирин, вокалист группы «Тараканы». Всем привет. Еще у нас в гостях сегодня Слава Мартюшов, вокалист Аскал и Трития. Йоу. И Андрей Фарнев, музыкальный ютубер. Здорово, всем привет. Первая новость. На самом деле я ее нашел, точнее жена моя прислала мне, говорит, обсудите. И это действительно интересно. Напой мне, а я все скажу. Виртуальный помощник Google Ассистент теперь умеет шазамить песни по мотиву или по насвистыванию.
Пользователю достаточно напеть или просвистеть мотив в микрофон своего телефона, и приложение определит, что это за песня, и найдет ее в интернете. Я пробовал, Slipknot он не определяет. Я считаю, что это просто супер тема, если это действительно работает, потому что иногда в голову что-то приходит, и ты такой думаешь, свистнул ты это или нет, сплагиатил или нет, теперь проверить можно. Самое главное, чтобы работало, потому что я в Шазам сколько не пытался даже там и напевать, и наигрывать какие-то, известные, он мне ни черта никогда не показывал. Главное, чтобы не лагало ничего. Да, сочинителям, конечно, очень полезная штука, потому что действительно так. Иной раз ходишь с мотивчиком в голове, и такой думаешь, только бы не забыть, только бы не забыть, только бы не забыть принести его на репетицию к пацанам. Вот. И в этот самый момент, наверное, как раз следует проверить, не является ли этот мотивчик принесенный, там, я не знаю, занесенный в твою голову откуда-то извне. И эта программа очень полезна в этот момент будет. И тогда и пацанам, в общем, можно уже ничего не нести и не переживать за усушку и утруску по ходу движения. Ну, ребята так с такой прикольной стороны подошли вообще к вопросу. Я, честно говоря, когда эту новость читал, я прям вот об этом не думал. Я больше подумал про то, что, сейчас с этим попроще, а вот если бы в детстве была такая тема, когда не было особо там интернета и все, это, конечно, было бы топ вообще. Оно и сейчас прикольно, но... Как они это сделали? Они заставили людей насвистывать какие-то песни известные, все миллионы известных песен, что там? Поразительно, что, помните, был такой анекдот про то ли Шаляпина, то ли кого, что типа того, что один, по-моему, еврей с другим разговаривает и говорит, что, мол, Шаляпин поет хуево, а тот говорит, ты слышал? Да нет, мне Рабинович напел. Вот, то есть, а теперь получается, что любой Рабинович, в общем, может напеть, и мы можем получить клевый результат, по крайней мере, ссылку на первоисточник. В общем, да, это круто. С рифами бы такую штуку придумали, там, с соляками, с рифами, знаешь, что в голову риф пришел какой-то, наиграл, смотришь, зараза, это, оказывается, уже там в 83-м придумали. У меня недавно друг звонил, такой, я услышал в новой песне какой-то такой знакомый мотив, ну скажи мне, что это. Мы с ним вдвоем слушали, сидели, никак не узнали, что это, вот до сих пор, наверное, мучается. Надеюсь, посмотрит, когда выпуск решит свою проблему. Поп-звезда Майли Сайрус записывает альбом каверов Металлики. Об этом певица недавно сообщила в своем интервью. В сети можно найти концертное исполнение Nothing Else Matters. Ларс Ульрих в прошлом публиковал бэкстейдж фотографии с Майли и восхищался ее талантом. Собственно, о чем сама идея? Например, журнал Kerrang, известный достаточно, написал такую статью, что Майли Сайрус пишет альбом каверов Металлики, и почему это хорошо. Они имеют в виду, что у Майли в Инстаграме 116 миллионов подписчиков, а у Металлики 7 миллионов. На Spotify я посмотрел, что-то у нее 35 миллионов подписчиков, а у Металлики там 18, что-то 16. То есть они к чему ведут? Что каким-то образом поклонники, чуждые металлу, приобщаться к этому делу и через этот альбом уже зайдут и будут в конце концов там Cannibal Corpse слушать, наверное, или что-нибудь. Ждем какого-нибудь, кто там, я их плохо знаю, Фаррелла Уильямса с альбомом каверов на каннибалов тогда. Мне кажется, тут просто важно то, какими кавера эти будут, потому что если они будут до неузнаваемости изменены в сторону поп, мне кажется, что аудитория Майли Сайрус особо в металл от этого не перейдет. Но я почему-то думаю, что это примерно так и будет, честно говоря, потому что не очень представляю, что это будет прям что-то около метальное, вряд ли. Она на днях кавер Кренберис запилила «Зомби». По-моему, она, да. Она, да? Тогда там, конечно, есть, наверное, какой-то потенциал к тому, что теоретически эти самые кавера могут быть плюс-минус в роке, уж я не знаю, насколько там в трэш-метале или вообще там в каком-то металле, плюс-минус около в роке. Но мне кажется, что суть-то здесь даже и не в том, насколько это будет близко или не близко к оригиналу звучать, а в том, насколько вообще работает или нет эта связь логическая. То, что, допустим, поклонники слушают тот или иной кавер и немедленно заинтересовываются творческим багажом группы или артиста, который эту песню сочинил или исполнял в оригинале. Я не знаю, слышали вы или нет,
Но я пару раз, заходя в какие-то супермаркеты, где играет попсовое радио, слышал поп-кавер на песню Арии. Вы слышали такую песню когда-нибудь? Я свободен? Нет, не я свободен, это, тем более это песня Кипелова, не Ай. путайте. Есть сейчас на радиостанциях а-ля Hit FM, ну, может быть, не сейчас, я вру, может быть, это было год назад, для меня теперь уже год за два, кавер, какая-то поп-группа исполняет, и примерно по такой же схеме, насколько я понимаю, опять же, где-то с год назад появилась в коммерческом FM-эфире кавер на песню «Сектора газа». Филатов и Кэрос. Ты со мною забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Смысл в том, что это действительно звучит таким образом, ну, что никто никогда, ни один случайный слушатель никогда в жизни, у него даже, ну, как бы не начнется в эту сторону такой интеллектуальный процесс, чтобы сопоставить вот это, то, что сейчас звучит, с некими артистами, которые могли это придумать там лет 20 назад, а уж тем более копнуть в их творчество. Металлика, конечно, и Майли Сайрус несопоставимые величины с «Сектором газа» и «Арией», и этими нонейм попсовиками российскими, которых я даже, ну, я не знаю, например, может, они не нонейм, может, я сейчас их обидел, но, короче. Вот. Но думаю, что, может быть, 10% от ее Инстаграм подписчиков им отвалятся, просто нахера они им упали, не совсем понятно. Металлика — это как бы, ну, арены по всему миру, какие бы пластинки ты ни пилил, и сколько бы десятков лет между соседними релизами не проходило, так что... Ну, это типа прям классикой вот уже металл становится, что там попсовики кавера делают. Условно, как Битлов, когда симфонический оркестр играет, это прям уже величина. И тут метла уже доросла до того, что как бы там и поп-исполнители делают. Я уверен, что и симфонические будут, и какие-нибудь наши народные, да и уже делают, наверное. Элс Мэтрос, мне кажется, уже во всех возможных вариантах переиграли. Стопудово. И самим исполнителям, возможно, выросшим на подобной музыке, интересно таким заниматься, потому что, ну что они там годами с какими-то продюсерами сидят, выверяют эти биты, выверяют эти звуки, а в голове-то, в душе-то любовь вот именно к такому. Хочется дать року, да и на сцене ты зажигаешь. Она, кстати, зажигает такая, у нее голос такой прокуренный, и она сама такая в коже там и в драных футболках на сцене. Я думаю, может вполне аутентично подойти. В принципе, Леди Гага тоже недавно с Металликой делала какие-то фиты. Видимо, уже такой статус у группы, что... хотя, вот да, судя по подписчикам, это Металлика к ним как-то подсасывается, а по статусу все равно, я думаю, они несопоставимы. Ну да. Мне кажется, тут еще просто разность поколений, потому что фанаты Металлики, мне кажется, в той же инсте сидят гораздо меньше, чем фанаты Майли Сайрус. Ну, то есть, типа, тут цифры подписчиков, мне кажется, не совсем релевантны как бы тому, что мы на деле имеем, поэтому... Кстати, вполне возможно, что поразительным, парадоксальным образом этот ее релиз сработает больше даже на ее популярность за счет фенов металла, потому что, как бы, ну, все понятно, мы там знаем эти Ride the Lightning наизусть там уже лет 30, и вот там прикольная поп-певичка с клевым голосом и клевой сценической харизмой запиливает кавера, ну, как бы, это прикольно. Ну, я точно послушаю эту пластинку, а вот послушает ли поклонник Майли Сайрус Ride the Lightning, ну, это хуй его знает. Друзья, возможно, некоторые из вас заметили, что мы отказались от YouTube-рекламы на протяжении всего ролика и оставили ее только в начале и в конце каждого выпуска. Это стало возможным благодаря, опять же, поддержке наших партнеров бренда «Медуза», поэтому хочется, в свою очередь, поддержать и ребят. С 3 по 5 ноября включительно на сайте «Медуза», ссылочка будет в описании, действует супер акция, минус 50% на вторую вещь в корзине. Вводите промокод HALFPRICE. А для всех зрителей нашего канала действует дополнительный промокод на бесплатную доставку. Промокод Hangover Bonus. Переходи на сайт Медузы, добавляй вещи в корзину, суммируй промокоды, приятных вам покупок. Макс Кавалера из Soulfly отрезал свой моно-дредлок, который давно считался чем-то вроде трейдмарка артиста. Он отращивал его с 1997 года. Жена Глория говорила когда-то в интервью, что скорее снег в аду пойдет, чем Макс отрежет свой дредлок. Новость звучит, как будто бы он расстался с парнем. Возможно, сатане сейчас холодно.
Если говорили про снег в аду, мы же не знаем, что там происходит. Вполне возможно, он счел пандемию коронавируса событием вполне сравнимым с снегопадом в аду. Именно поэтому решил отрезать его. За последние 23 года пандемии не было на Земле. Вот с 97-го, считай. Наверное, понял, все, пора. А кто знает, может быть, он нас так спасет всех, кстати. Может быть, я не знаю, смотрели вы, ребят, последний Южный парк или нет? Специальный выпуск был как раз-таки про пандемию. Вот, там много разных интересных есть версий, откуда в принципе взялся коронавирус и как его, какими способами можно было бы вылечить. Может быть, где-то внутри дредлока спрятана вакцина, или, может быть, вакцину можно сделать из него. Я не знаю, 23 года человек носил. Может быть, он накопил столько положительной энергии, что мы все спасемся. Только нужно будет скурить. Конечно же, да, эту... Макса Кавалеру. Когда я увидел Макса Кавалеру в каких-то ранних клипах, то вот эти его неаккуратные, что ли, дреды, ну, я видел дреды там у Корн, у Манки, типа, или там, кто там, у Джонатана, но у Макса Кавалера они были такие, как надо, так, каким-то просто как будто глиной замазанные. Да, прям корни к земле бразильской, тянули его как будто. Что скажете про внешность рок-старов? Играет эта роль? Если рок-стар не обладает какой-то притягательной внешностью, будут ли вы вообще слушать? Да не, играет, конечно. Я считаю, то, что должен выглядеть. Потому что, если представить, смотришь какой-то концерт, и если просто ребятки там в рубашечках что-то стоят, такие уткнувшись в гитару, ну, это как-то не будет, наверное, этой атмосферы энергетики, когда все забиты в татухах, патлы, башни мотают, серьги вот такие висят. И, на мой взгляд, лично для меня это вообще круто. Ну, Металлика же постриглась когда-то. Ну, да это ж деды уже, на них он Майли Сайрус кавера делает. Ну, чего ты, этот Металлик? Не, Металлика постриглась за 30 лет, по-моему, до возникновения Майли Сайрус вообще на Земле. Вот. Но на самом деле они к тому моменту были уже очень крутыми, да, и их лук, в общем, что называется, стал каноническим к тому моменту, когда они патлы отрезали. А так-то, если отвечать на твой вопрос, дофига есть жанров, где это вообще не нужно. Ну, вот вся индюшатина, постпанк, да, по большому счету, для них, говорят, это вообще впадло. В принципе, когда у тебя есть какие-то проявления внешние, свидетельствующие о том, что ты задумывался о том, как бы тебе выглядеть. Вот, что ты точно поменял майку, прежде чем вышел на сцену после того, как приехал в клуб. Это все не труй, зашквар. Вот, позер сразу же. Позерство, да. Вот. Ну, а в зрелищных жанрах, конечно, в металле, в панке даже, по большому счету, это очень важно, да. И самое главное, это очень важно, когда это идет изнутри, что называется. Вот люди как бы, я, к примеру, очень долгое время своей карьеры я как бы немножечко иронизировал над всеми вообще умозаключениями или какими-то такими штампами, которые начинались со слов «важно, когда это идет у тебя изнутри», когда это является продолжением твоего внутреннего мира. А сейчас вот как бы к нынешнему своему возрасту и времени нахождения на сцене понял, да, действительно, потому что когда ты пытаешься просто задекорировать себя, чтобы соответствовать, это считывает, как бы ты просто нелепо себя чувствуешь в этом, глупо, и это передается, это заметно. Ты не раскрепощен, тебе не кайфово, как бы, да. Поэтому по мне, вот как бы я как ни пытался в группе своей в разных составах настаивать на том, и настаивать на этом, и насаждать идею о том, что, ребята, мы в том числе продаем зрелище, пожалуйста, выглядите. Я разочаровался в этой политике, когда стало понятно, что все равно человек увереннее себя на сцене ведет и органичнее там себя чувствует, когда он полностью вот такой, какой он есть. Я вот, кстати, согласен с Димой насчет этого и насчет инди-музыкантов. Мне вот всегда нравилась как раз-таки вот эта вот тема у них, вот этой трушности внешней, да, что ты реально, если приехал, вот в какой рубашке ты типа ходишь, в какой ты приехал в клуб, в такой вышел на сцену. Мне кажется, это круто. Вот эта вот история про то, что задекорировать себя и все такое, мне тоже кажется, что это... Короче, это всегда считывается. И, то есть, типа, в такой ситуации нужно, быть, а не казаться, короче. То есть, если ты хочешь быть таким крутым, типа, харизматичным металюгой, то, в общем, надо таким быть всегда, наверное. И не то, чтобы надо.
Типа, просто, чтобы это не было так, что ты на сцене такой, типа, в мерчевых футболках там, а днем сидишь там, не знаю, в воротничке в офисе. Не очень люблю эту фигню всю, но, типа, это маленький такой нюанс, как бы, трушности какой-то. На эту тему Bring Me The Horizon высказывались, когда к прошлому альбому у них был Wonderful Life сингл. Там Дэнни Филд из Cradle of Filth как будто бы показывали его будничную жизнь, где он там ест завтрак, ходит в супермаркет, и все это в полном раскрасе, в шипах, как бы с корпс-пейнтом. Вышел новый альбом у Ghostemane. Анти-айкон, анти-икона. Исполнитель из Охуительный Флориды. вообще. Вот, сейчас Я извиняюсь, что пообсуждаем. перебью, да, охуительный. Не, это класс, что кто-то послушал как раз тоже. Ну, это, в принципе, событие для такого жанра, поэтому неудивительно. Исполнитель из Флориды, и я тут накидал себе, это что-то вроде современный готик, эмо, скрима, рэп, в скобочках фонк. Мне, как староверу относительному, это напоминает смесь из Cypress Hill, Limp Bizkit, очень много Мэрилин Мэнсона, Nine Inch Nails, плюс какие-то дабстеповые перегрузы, брейкдауны на самых прям дисторшеновых гитарах. Плюс у меня брат на 16 лет аж младше меня, и вот он как бы любит Ghostemane, и я такой, ну наконец-то я в своей передаче могу что-то для того поколения Для обозреть. детишек. Да. Но я так понял, что он прям столб. Вот в том жанре там еще был Lil Peep, который умер, был XXXTentacion, который умер, вот как бы остался Ghostemane. Очень классный альбом. Я, на самом деле, с тобой бы немножко не согласился насчет Lil Peep, XXXTentacion и Ghostemane, потому что, короче, Lil Peep и XXXTentacion, есть еще там, типа, плеяда подобных, типа, чуваков, они больше про панк, эмо-эстетику такую, типа, такой легкий вайб, типа, ну, вот это все. А Ghostemane, он всегда был про именно даркуху и такую метальную атмосферу, вот как раз-таки, да, ты правильно сказал, какого-то Мэрилина Мэнсона, помешанного на Slipknot и, типа, разделенного все на какой-то, ну, типа, модный трэп. Вот, и просто раньше, если у него это было просто, типа, трэп-биты, условно, на которые он, типа, нафигачил вот этот свой вот флоу, типа, высокий, такой, типа, полускримовый, то в этом альбоме он, типа, сделал прям звук еще наполовину такой прям мазафачный, наполовину вот индастриал такой, типа, да, и наполовину трэп. И получилось просто круто, потому что оно все довольно странно звучит, но при этом оно все вместе, блядь, работает. И, ну, и, типа, очень круто, при том, что у него еще, ну, визуал, типа, крутой к этому ко всему, типа, доделан, то есть там видосы, обложки и так далее. То есть это все вместе прям очень круто создает такую вот какую-то, не знаю, металл такого 2020 года в хорошем смысле. И, ну, не знаю, мне прям вкатило. Очень клево. Омолодил жанр значительно. Но сейчас вообще просто есть немножко как бы тенденция к тому, что в весь этот хип-хоп, ну, как бы приходит вот Ракеш, типа в разных его проявлениях, то есть, типа, там Машин Ган Келли, типа, записывает поп-панк, да, условно, а вот Ghostemane, типа, по металлу прошелся, потому что когда я смотрел, типа, клип, который у них, допустим, был затравкой, типа, к этому альбому, там прямо Slipknot, ну, в смысле, это прям Slipknot. То есть по визуалу, по картинке, по всему, ну, по атмосфере даже, типа, какой-то. Ну, и это прикольно, что, как бы, вот, как сказать, типа, на новой этой волне все равно начинает возвращаться вот в эти... Ну, типа, мы 90-е, видимо, пережили уже, как бы, моду, сейчас вот 2000-е начинаются. Также хочу отметить отличный альбом у английской группы Nothing But Thieves. I could drown myself in someone like you. I could Moral Panic. Это такой Мьюз, только в Мьюз мне все-таки вокал Противен. противен, да. Так и быть, озвучу это. То вот тут как бы больше Cure к такому современному. Вот очень чувственный вокал, диско-мотивы, похожи на Биффи Клайра. Ну, и, честно говоря, сложно говорить, на что похоже, потому что группа, в принципе, очень самобытная. Они профессионалы все. И интересное атмосферное музло, но вот именно вокал, конечно,
такой, что ли, женской, сентиментальной чувственности вообще мужчины себе редко позволяют, а вот он позволяет и выглядит при этом уверенно, достойно. Это, конечно, наверное, мало кто может. А я был, кстати, на них на Парк Лайве, вот который был в 2019 году, они приезжали. И я прямо их для себя как-то открыл. Ну, то есть я типа слышал до этого их треки. Я на самом деле очень долго думал, что это реально, короче, поет женщина. Потому что, у них известная самая песня называется как-то «Амстердам». И я, честно говоря, вообще думал, что это какой-то Парамор. Ну, то есть, типа, я никогда не вслушивался. Я просто где-то, когда слышал какие-то отголоски, я прям реально думал, что это что-то типа Парамор или какого-то, вот что-то такое, типа. Оказалось, что это поет чувак, и поет реально круто. Ну, типа, я релиз, честно говоря, я там как-то в ознакомительном порядке что-то пощелкал, но я не вникал. Но чуваки крутые. Да, я тоже был на этом Парк-лайве, и до этого я к ним просто хорошо относился, но услышав, как они это вживую выдают, там, они это делают даже лучше, чем на записи. Что удивительно, особенно с таким материалом, достаточно сложным. Ну и главное, лично для меня, событие в релизах за прошедшее время — это новый альбом, наверное, у группы Fever Free. Wrong Generation. Собственно, вокалист там, бывший участник группы Let Live и гитарист из The Chariot, барабанщик тоже очень классный. Но они тоже были на том же Парк-лайве, и для меня это стало лучшим концертом в моей жизни. До этого был Stone Sour, по-моему, там какой-то Bring It Horizon, но теперь вот это было просто потрясающе, потому что они как будто вернули в меня веру в металл. Я ощутил, что у тебя кровь закипает от этих криков и от этой движухи на сцене. Ну, а в принципе, это такой Rage Against the Machine, не знаю, Linkin Park, Limp Bizkit, но очень остро социальный и очень грувовый. Там много подложек, так и быть, честно об этом скажем. Вживую, там не факт, что вообще это все вживую поется и играется, но выглядит очень резво, очень круто. Вот, собственно, вокалист там, поскольку очень социально ответственный, он ходил на демонстрации аж 3 недели вместе со всеми участниками Black Lives Matter, кричал там эти все манифесты и, собственно, большую часть из них перенес себе в лирику, поэтому это звучит примерно так же, как там. Послушайте, местами крайне бодро. Прям вот именно такое музло меня почему-то раскачивает. Первый альбом вообще был очень крутой. Ну, я не знаю, первый или предыдущий, но он, по-моему, дебютник у них, да? Вот. Я вообще дико взбодрился, да, еще до того, как увидел их живьем, а когда увидел их живьем, вообще охуел, если честно. Мы играли с ними на Доброфесте в каком-то 19-м, что ли, да, в 19-м, скорее всего. Вот. Правда, тогда же я прочитал у нескольких наших коллег на фейсбуках как раз-таки вот то, о чем ты говорил, что типа так резво можно лазить по сценическим конструкциям и при этом чистенько исполнять вокально только тогда, когда там подсосов там, по 10 каналов на инструменте. Ну, наверное. Ну, а с другой стороны, это же, по-моему, явление из разряда, а что, разве так можно было? Ну, значит, так было можно, раз кто-то сделал. И теперь, в общем, мы им все аплодируем. Так что, да, классно. Большое спасибо, я не был в курсе, что пластинка вышла на днях, да, совсем недавно. Да, вот неделю назад. На Грэмми были номинированы за живое исполнение. Значит, специалисты оценили. Я его тоже послушал альбом, и я, конечно, тоже очень в восторге. Это прям... Блять, это настолько, короче, вот вкусно, как, типа, вот попса, когда бывает, она вот настолько сладкая и прям вот охуенная, что аж не до чего доебаться. И вот тут то же самое, только с хардкором. То есть, типа, ты врубаешь первый трек, и просто пизда какая-то. Я вот тоже на Парк-лайве на них был, собственно, впервые на лайве. Это, конечно, было вообще, типа, невероятно. Я таких, типа, сёклпитов, мне кажется, не видел, если никогда, то очень давно. От реки до дерева, на которое он тоже забирался. Да.
пару-тройку дней назад. Немецкая поп-панк-группа Die Ärzte, которая наряду с группой Die Toten Hosen является кем-то вроде стадионных огромных, ну таких как бы невероятно больших, ни с чем подобным соизмерить на русской сцене нет возможности. Они являются, в общем, лидерами в этом жанре. У них вышла пластинка новая, они молчали 8 лет, альбома никакого не было очень долго. Из этих 8 лет они еще и, наверное, лет 6 были в чем-то вроде необъявленного такого бессрочного отпуска. Год назад они анонсировали только 3 или 4 летних фестиваля, крупнейших, немецких, типа Rock am Ring, к примеру, где они были в статусе там суперхедлайнеров, и выпустили какой-то очень невнятный сингл, одна песня в 2 версиях, к которым прилагался видеоклип, тоже в 2 версиях, соответственно, мясоедский и вегетарианский. Они вообще большие шутники там на разные темы, в том числе на всякие темы, которые остро обсуждаемы в альтернативной и панк-рок тусовке традиционно. И вот, наконец, вышел новый альбом, назван он Hell, английским словом, означающим ад, собственно, то, что происходит сейчас внутри, чего все мы ненароком оказались вовлечены. Вот. 18 треков офигенных абсолютно, тоже с большим очень мастерством, с очень такой, как бы, вот, очень присущей немцам, даже в панке, прорисовкой такой подробности, детали, мелодии, бэк-вокалы, внезапные уходы то в латину, то в джазок, то в какой-то, трэп, то еще куда, не пойми куда. В общем, здорово, очень мелодично, клево. Вот. Сама группа очень такая, как бы, нестандартная. Это трио, в котором каждый поет, и каждый может играть на почти всех инструментах, которые в трио полагаются. Барабаны, бас-гитары и вокал. Все втроем они являются авторами песен, соавторами во всех возможных пересечениях и так далее. И, в общем, это клевая пластинка. Я всем вам очень, ребят, рекомендую. Кроме музыки, я еще заценил Борота, который тоже впечатлил второго, я имею в виду. Вот. И, пожалуй, наверное, вот если говорить о свежих релизах в кинематографе или музыке на этой неделе, ничего не было такого, о чем бы я хотел рассказать. Борот-то как так же хорош или чуть ослабил? Все-таки сейчас время такое, Борот должен был в тему прийтись, когда перегибов очень много. Странных происходит. В этом смысле Борот хорош, в тему пришелся, перегибов выше крыши, как бы, вот. Проблема для меня лично в том, что, сравнивая с первым фильмом, который на меня произвел просто неизгладимое впечатление именно тем, что впервые на широком экране был представлен этот способ мокюментари, когда мокюментари делается абсолютно с таким размахом, гонзо размахом, что называется, да, вот, когда наебываются абсолютно все, я подозреваю, даже члены собственной съемочной группы. То, как сделан второй фильм, в этом смысле вообще непонятно, потому что, например, во втором фильме дофига эпизодов, в которых сам Саша Барон Коэн не снимается, его альтер-эго Борот Сагдиев в этих эпизодах не присутствует. И тогда непонятно, как объясняется то, что этих людей снимает камера, они разыгрывают какие-то сцены, диалоги. А подается нам это все как документари, как бы, что здесь нет актеров. Это все простые американцы, которые Бороту Сагдиеву снова встречаются на его пути. Я не то, что не понимаю, как это снято понятно, но почему-то нам никто решил в этот раз не объяснять легенду, как подается. Вот. А во всем остальном это остро, клево и очень смешно. 2020 без Борота был бы неполноценным. Это точно. Мне из последнего что? Вышел сингл Architects, вообще-то новый, как бы. На секунду. Мгм. И
он очень странный какой-то, типа, какой-то Рамштайн, Bring Me The Horizon, непонятный. Неожиданно для такой группы, да? Ну, есть такое. Но я как бы настолько сильно люблю Архитект, что мне понравилось, конечно же, и это, но, с другой стороны, я понимаю, что это, конечно, не совсем тот уровень, который у них был до этого, но вообще, мне кажется, что просто при всем моем как бы безумной вот этой вот любви к их звуку последних там 2-3 альбомов, но реально же они звучат как одна песня, и типа, наверное, реально время пришло как бы звук какой-то новый поискать, я думаю, наверное, вот этим они и занялись. Но, насколько я понял, вот этот вот трек, типа, продюсировал их барабанщик. Вот, и я надеюсь, конечно, что альбом продюсировать будет не он, если честно вот так сказать. Да, вот, чего еще из последнего? Ну, Bring Me The Horizon тоже вышел уже сингл. Прикольный, почему-то они просто спиздили Линкин Парк, и это, типа, как будто бы ок, ну, типа, все такие, ну, типа, как будто делают вид, что этого не произошло, очень странно. У нас в прошлый раз был Илья Погребняк из Анакондас. Он сказал, что такое чувство, что вот такие размеренные рифы под бочку, это вот они записали, чтобы на стадионах играть. То есть больше к такому стадионному звуку, где все просто стоят, все четко слышно, и не играют все одновременно, а какой-то, ну, рифак идет, все читаемо. И, ну, как бы, возможно, весь альбом они будут пытаться уже прийти к такому более массовому, что ли, звуку. А про Брингов, блин, это моя любимая группа, я обожаю Брингов, но уже 2 сингла, они какие-то недобрингованные, они как будто... Нет, у них такой гитарист, который придумывает, ну, классные рифаки, которые именно вот такие стадионные. А тут их нету. Тут вот это вот на аккордах все Линкин Парковское. Ну куда? Ну зачем? Ну, все, я не высказался, говори дальше. Слушай, ну мне кажется, ты знаешь, мне кажется, что просто Бринги немножко нашли свою какую-то нишу, потому что у них вот эти вот синглы, они же очень похожи на предыдущий вот их альбом, по-моему, или что там было. То есть, ну да, такое Линкин Парковское, то есть немного, то есть там же тоже было не так много именно кочевых каких-то вот таких рифовых, так скажем, песен, и то есть больше всего они брали вот как раз-таки аккордами, мелодичной вот этой всей штукой и Линкин Парковскими, собственно, припевами, вот. Мне кажется, просто, видимо, они как-то по статистикам, почему-то там, по ощущениям, ну, просто увидели, что это намного лучше отзывается, и, наверное, они в это бьют. А может быть, просто им самим просто прикольнее, потому что они же, типа, выросли все, ну, на тех же самых Линкин Парках, и тут у них, наконец-то, возможность появилась уже делать, что вообще хотишь, и это все равно все купят. Вот они делают, может быть, так. Но в любом случае это прикольно. Мне кажется, Линкин Парк. Bring Me The Horizon. Это такой, типа, реально нонсенс нашего времени, какая-то ошибка выжившего, потому что они, конечно, изменили очень сильно стиль, но при этом очень сильно от этого выиграли. И по факту, ну, получилось так, что они единственная группа вот в этой нише, которая как бы, ну вот этот вот альтернативный такой, типа, электронный рок, да, который раньше, типа, много такого было, а сейчас, по сути, ну, конкуренции даже у Брингов никакой-то особо и нет. Хотел еще добавить по поводу Architects, что я плохо ловлю эмоцию Сэма Картера, но вот посмотрел у тебя кавер на клавишных, ты играешь и поешь. Мгм. На Architects. И вот тогда я понял примерно, ну, и текст, во-первых, я понял, а во-вторых, я понял, ну, примерно эмоцию, которая заложена в их песнях, потому что мне было тяжело ее считать вот из-за таких кричащего этой манеры, ну, в оригинале, естественно. Мне вот, ты знаешь, наоборот, почему-то манера Сэма кажется какой-то, ну, типа... Ну, это прям реально любимый мой металл-вокалист, потому что это настолько эмоционально, но при этом настолько как-то мощно, то есть без соплей, но при этом очень эмоционально. Ну, не знаю, то есть для меня это какой-то идеальный баланс вот этого вот всего, какого-то типа эмо-звучания с каким-то метальным, жестким типа характером. Не знаю, мне прям очень нравится, и мне не хватило вот в этом сингле новом, опять же, того, чтобы он, ну, вот ебашил прям по вот этим всем своим верхам, которым он умеет. Ну, потому что, типа, сдержанно звучит. Звучит тоже круто, мощно, но сдержанно. Посмотрим, что в альбоме будет, может быть, все-таки. Я из последнего, что посмотрел, послушал, так это дебют такой новой группы, как Bottom After Midnight. Очень на Children of Bodom похоже, конечно, но в принципе
И даже двумя участниками на лицо прям очень похоже на Children of Bodom. Да. В общем, я даже видос записал на канал, в общем, что я по всему этому поводу думаю. Группа Children of Bodom завершила якобы свое существование, и на их место два участника, Алекси Лайха и гитарист, да, по-моему? Да, Даниэль там Ага. какой-то. Даниэль Они, какой-то. они собрали Bottom of Midnight. After Midnight. То же самое все? А клавишник есть? Да, у них какой-то концертный чувак, и они даже, по-моему, писали то, что клавишник у них будет концертный, а басист и барабанщик вот они взяли то ли из Санта-Крус, что ли там взяты чуваки. Ну, я надеюсь, то, что это пока у них дебют, и они разгонятся, тем более Лайх это вообще самый мой любимый метал-композитор. Я вообще по Мелодету такой чувак. Вот. И, ну, лично, как мне показалось, это немножко так выглядело, как будто трибьют Children of Bodom выступает с Лайхом. Надеюсь, что в будущем все будет хорошо, альбом будет бомбезный. А если серьезно из каких-то таких новинок, что я последнее такое послушал, ну тоже не до конца. Если кто знает финскую, опять же, группа Migraine. Модерный Melodic Death. Вот выпустили новый альбом, там спустя сколько времени они не выпускали. Ну, так, половинку я послушал, пока один припев понравился. Не очень много что-то. Да. Да как-то в последнее время я вообще, не понимаю, нету такого, чтобы я послушал и такой, как в 16, Это там, в старость, 20. это старость. Да, это старость, черт возьми. Я вот жду новый альбом Dark Tranquillity, думаю, может быть, хотя бы они, смотрю их влоги, что-то тоже там не то, не... Вов, будешь еще что-то рассказывать? Или... Ты, наверное, все не знаю. Ну, типа, есть просто всякие там монеточки, хаски и так далее, прикольные, но я не знаю, насколько это тоже интересно. Ну, про монеточку мне показалось, сильно отличается настроение от первого альбома, от предыдущего. Есть такое. Есть. Но ты знаешь, мне, короче, про монеточку, в принципе, что есть сказать, что очень круто музыкально. Витя Исаев просто, как бы, блядь, в этот раз, совсем уж крутой. А по текстам я вот с другом буквально вчера об этом что-то мы дискутировали. Мне показалось, что слишком как-то конъюнктурно, короче, для монеточки, потому что, типа... Папина любовница танцует, что-то. Ну, короче, то есть, знаешь, много как бы треков, которые написаны прямо вот быть бенгерами, прям хитами. И это не то чтобы плохо, просто как будто бы у монеточки немножко другая сильная сторона, и здесь она, немножко как бы в другую стезю идет. Ну, типа, я говорю, это неплохо, но, типа, меня это немножко вот удивило. Наверное, так правильно сказать. К нам присылают группы на обзор свои треки, и давайте о них немножко поговорим. Группа из Сибири и Дальнего Востока Lace Raid. Группа из Сибири и Дальнего Востока, родом с диких степей Забайкалья, что находится прямо на границе Китая, Монголии и РФ. За 7000 километров от вас стараемся творить музло. Если представлять природу Сибири, пока слушаешь Дальнего Востока, то музыка начинает, кстати, окрашиваться каким-то колоритом, особенно если прослушать половину песни. Вот реально, несколько песен я послушал, и везде вот после второго припева начинаются какие-то барабаны, какие-то шамани завывания, какие-то интересные решения, но все это начинается после второго припева. И, как бы я бы на самом деле это наоборот лучше в начале вставил, чтобы люди сразу же цеплялись какими-то такими находками. А так масштабно, просторно, местами напомнило мне московскую группу Тотем с их крайним релизом 3. Ну и вокал я бы немножко разнообразил. Ну, чуваки, кстати, с Дальнего Востока же, я так понимаю, что там просто не написан город, но судя по описаниям, это, видимо, какая-то чита. Вот, и, честно говоря, это звучит настолько по-дальневосточнее, как это, блядь, сказать? Ну, дальневосточно. Да, по-дальневосточному, что прям аж это, меня аж типа флешбэчнуло в какие-то 2000-е года, типа в Великанов, Хабаровске, где вот это вот все типа водка с лимончиком на баре, прокуренные клубы и так далее. Вот, ну, типа это прикольно, как бы, что ребята корни такие дальневосточные сохраняют. Вот, но честно скажу, что вайб вот по музлу как бы не совсем мой, ну, типа не особо я такое слушаю. Блин, в целом-то нормально, как бы, я вот этот герой послушал, я там, я
признаюсь, что я сейчас не все, я там чуть-чуть там куплет послушал, чуть-чуть промотал, чтобы так где-то прикинуть. Но классно, там вроде гитары разные какие-то штуки играют, нет там просто долбилого дабл-трека такого, там что-то такое идет чес, и другая что-то там такое наяривает. Ну, как бы в целом, даже бодренько, сначала с одним ритмом начинается, потом такой разгон попер, когда башкой помотать можно. Группа Эримайт, группа из Самары. Жанр хардкор-металкор. 2 ноября 2020 года релиз второго альбома группы No Compromise, в котором также затрагиваются остро социальные темы. Хардкор, металкор, No Compromise, соответствующий вокал. Мне музло понравилось. Мне напомнило Soulfly. Вот такие какие-то барабанные эти сбивочки раскачивающие. Но вокал по слогам. Вот я даже уже, наверное, должен извиниться. Однажды я не очень лестно вызывался в нашей передаче о группе Тентон Хаммер, которые вроде тоже хардкор играют. И, ну, я так понял теперь, что вообще в большинстве хардкор-групп вот эта вот манера по слогам петь, это как бы так и должно быть. Ты Стилистически выходишь, примерно. да, это как бы, наверное, так и должно быть. Но если... Я, кстати, привык. Я просто включил трек, начал что-то там монтировать, своими делами заниматься, и там уже к третьему треку я, в принципе, уже понял, что это тоже некий такой раскачивающий момент, вот это вот по слогам все делать. Ну и очень эмоционально он это кричит, прям понятно, что душой болеет за социум, за страну. По слогам это в смысле там... Да, Вот такая манера, да? да. Ну, это хардкорчик же, чего. Не, ну да. Послушал? Так принято. Да, я послушал. Ну, вот этих ребят мне, честно говоря, эмоция больше понравилась. Ну, то есть, такое прям давилово, знаешь, типа, ну, такое я люблю в целом. Вот. Давилово, типа, хорошее определение. Эмоционально, да. Тоже, на самом деле, почему-то мне очень напомнило, хоть ребята из Самары, мне тоже напомнило очень, только не, короче, не хабаровский, а вот Владивостокскую движуху, типа, вот там такой, типа, хардкорчик, битдаун очень любят, и, ну, типа, там такого много. По крайней мере, раньше было много. Я просто, так как больше фанат такого мелодета, и мне такая пободрее, подинамичнее музло нравится. Здесь как бы вот все вот эти такие растянутые дела, я как-то вот в такой супер-мега-кач, это не про меня. Я не послушал ничего, я прошу прощения за это. Я нахожусь в очень плотном процессе звукозаписи прямо сейчас. Настолько плотно, что минут через 20, ребята, если у нас не закончится наш с вами саммит сам по себе, мне придется, извините, распрощаться, так как студийный процесс, он, в общем, не ждет. Вот, поэтому я пишусь каждый день, дописываем мелочи, дописываем какие-то пачки бэк-вокальные. Альбом, к тому же, как и предыдущие наши два, на 2 языках, то есть абсолютно каждый трек имеет еще и английскую версию. Так что у меня очень много дел по горлу, поэтому мне просто было не до этого. Но то, как ты описал эту банду самарскую, я заинтригован. Ты мне ее уже спел, и я кайфанул. Продал. Наоборот, как ровно противоположная ситуация, чем та, о которой мы говорили в самом начале. Я Майли Сайрус практически. Ссылки на эти группы вы найдете в описании к ролику, обязательно ознакомьтесь. Также напоминаю, что мы делаем плейлисты для Spotify и Apple Music, где будут все группы, упомянутые в данном ролике. И у нас появился специальный редакторский плейлист, который мы составляем сами, включая в него треки, которые вы присылаете нам в комментариях. Будет обновляться каждую пятницу. Подписывайтесь. Гомофобный скандал произошел в американском аналоге Hangover News. Ну как аналоги? У них там комик, стендапер ведущий. Я-то все-таки не комик. Передача называется SDR Show, то бишь Sex, Drugs and Rock'n'Roll Show, где приглашенные музыканты с 2 хостами обсуждают какие-то новости, может, еще какие-то гости есть. И у них был Себастьян Бах. В прошлом из Skid Row, собственно, вокалист. И они что-то обсуждали распевки, и
Себастьян Бах рассказал, что вот он, у него друг Роб Халфорд, он его так любит, вообще он очень классный, и он удивительный вокалист, ни разу не видел, чтобы он распевался, и всегда все у него четко звучит, и все четко поется. На что этот комедиант сразу же, конечно же, вставил пошлую шутку о том, что, видимо, у него есть какие-то особые гейские способы для того, чтобы разработать горло. И Себастьян Бах просто сразу же захлопнулся. Он не понял, что делать. Он не понял, это как бы скандал или это там, ну, как на это реагировать. Он такой, мужик, я там вообще очень люблю, это мой друг, ты не должен про него так говорить. В итоге что-то, ну, сел, выключил камеру, там, молчал, в итоге просто вышел из зума. На этом все не закончилось. Через неделю к ним пришел, собственно, сам Роб Халфорд. Они ему пересказывают эту историю, и он давай ржать просто, угорать над Себастьяном Бахом, там, сам шутить еще более жуткие гейские шутки. Вот как бы давайте немножко поговорим на тему вот этой какой-то напряженности, которая царит, видимо, не у нас, скорее всего, но у нас, может быть, и тоже, но в обществе, что люди реагируют неадекватно на шутки даже тех людей, которым самим смешно было бы. Мне кажется, сейчас просто такое, типа, время, то есть сейчас же как Black Lives Matter и вот эта вся история, то есть это, конечно, все полная дичь, но, типа, чтобы просто, ну, есть же эта штука, чтобы, то есть какие-то культурные произошли перемены, то есть Маятник же был сильно как бы в этой стороне, да, он сейчас должен качнуться сильно в другую сторону, чтобы потом встать, типа, в нормальное какое-то положение, поэтому понятно, что это все сейчас очень странно выглядит и так далее, но это, наверное, необходимый какой-то процесс, потому что ну, очевидно, что такие проблемы в обществе есть, по крайней мере, на Западе они, ну, совсем уж, типа, очевидны, потому что там, как бы, немножко, ну, культура, как бы, немножко дальше, да, ушла. У нас это, типа, как бы замалчивается пока, но это тоже все есть, и это тоже рано или поздно вылезет. И, ну, я понимаю, что это, как бы, странно может выглядеть, но мне кажется, что это все-таки необходимая какая-то история. Это как, знаете, эти... как, господи, скажите мне, вот, феминистские активистки, типа, это же полный пиздец, но в то же время, типа, понятно, что какие-то такие люди нужны, которые, типа, будут вот этот весь шум создавать, чтобы какое-то движение в эту сторону шло, то есть, типа, ну, вот такая вот, как бы, палка о двух концах, такое вот противоречие, как бы, в самой сути этого всего. Полностью согласен, и могу добавить, что да, действительно, для того, чтобы ситуация, которая долгое время была скошена в сторону каких-то негативных процессов в отношении меньшинств, она не может выровняться немедленно, она не может выровняться за день, за неделю. Обязательно будут перекосы, обязательно будут перегибы, обязательно будет, как маятник действительно будет сначала раскачиваться примерно с той же амплитудой, и только в течение какого-то времени в процессе он будет замедляться, и в результате ситуация сбалансирована будет. Поэтому то, что Роб Халфорд сам смеется над этим, и то, что чернокожие ребята сами себя называют словами, которые сейчас как бы в современном западном дискурсе считаются ругательными. Но это нормальная ситуация, потому что они не позволяют так называть тем людям, которые долгое время их дискриминировали. Вот. Но в результате я надеюсь, что все это действительно выровняется и станет более-менее чем-то, какими-то отголосками чего-то древнего. Как мы сейчас, грубо говоря, понимаем, конечно, с одной стороны, что, наверное, в средние века было не кайфово гореть на костре, это, наверное, больно, дискомфортно и вообще грозит полным умерщвлением человеческого существа, но сейчас мы это воспринимаем как больше как какие-то сказки, прикольчик, правильно? Так же и с этим, наверное, будет, я надеюсь. Это все как, наверное, как с верующими. То есть, как бы, настоящие нормальные геи, они как бы и не обижаются, они сами постебаться могут, ну а пидор всегда останется пидором. Андрей, ты молодец. Особенно твоя голая коленка. Я иду, Витя, я иду. Витя? Понял. Если что, я в шортах. Наверное, с темы странной развивать ее пока не будем. Будем тоже участвовать в процессе. То есть немножко поговорили, немножко подняли, а дальше уже дело за обществом, за общественностью. Точно. Дружочки-пирожочки. До меня дошел слух, что вы смотрите наши видосы и не подписываетесь. Пожалуйста, не делайте так. Подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий.
Кэш из группы Слот высказался о том, что здоровый образ жизни стал трендом у рок-музыкантов. Цитата: «Мой ЗОЖ не маразматический, а относительный. Это началось очень задолго до тренда. Потому что сейчас ЗОЖ — это тренд среди рок-музыкантов. Старики по-прежнему бухают и так далее, а панки там сплошные веганы, вегетарианцы. Вот скажите, панк-рок в вашем сознании что такое? Умер от наркотиков, весь вот этот образ жизни». Молодняк-то все равно продолжает терять. Думаешь? Молодняк. Да, ну я занимаюсь с молодежью, моя конкретная работа, я занимаюсь молодыми рок-группами, так скажем. То есть я Они все руководитель бухают. коллектива. Ну не скажу, что все бухают, но все равно они 15-16 лет, все равно вот это у них там темы, что-то где пивчик и попить, там собраться. Нет такого, что сейчас после репа мы на тренировку, а ты сегодня сколько сделал подходов, и я там вообще на брусьях шпарил. Конечно, такого нет. Блин, повзрослеет, и тоже начнутся и пробежечки, я думаю, у них, и турничок. Я, во-первых, с Кэшем не согласен, и в этом смысле я согласен с Андреем. Я такой тенденции не вижу, то есть он это выделяет в какой-то тип тренд. Да нет, в общем, по большому счету, сложно очень действительно взять там, допустим, например, я не знаю, некие 100% музыкантов и, конечно, попробовать выделить из них некий процент тех, кто отрицает там любые способы изменения сознания, даже не бухает и постоянно занимается спортом. Веганство и вегетарианство здесь я, кстати, выношу за скобки. Это все в один котел не замешиваю. Это разные вещи, на мой взгляд. И выделить из этих 100%, там, мне кажется, даже будет 20-25% очень сложно. Все, в общем, так или иначе выпивают, если не сказать жестче. А в том, как так получилось, что в панк-хардкор пришел этот так называемый ЗОЖ, давайте будем пользоваться этим обобщающим термином, хотя он тоже не совсем верен. Просто... Да, действительно, первое поколение панков, там, середина, конца 70-х, первая половина 80-х, даже начало 80-х, были вот на этом самом отрицалове, да, они были там типа прожигания жизни, живи быстро, умри молодым и так далее. Хотя тоже не все, но в общем и целом, так как эти ребята были из маргинальных кругов в первую очередь, маргиналы и арт-молодежь и люди, которые так или иначе формировали эту тусу в самом начале там, в Нью-Йорке, они все были, в общем, на наркотической культуре очень сильно замешаны. Достаточно почитать Берроуза, там того же и так далее. Но уже в середине 80-х в хардкор стали проникать идеи того, что идеи стратегии, да, они были изобретены и стали развиваться в андеграундном хардкоре. С подачи того же Яна Маккея, там, с Fugazi и Minor Threat. И получилось так, что эти идеи очень большому количеству тогдашних хардкор-ребят, что называется, зашли, потому что они как раз пересекались с идеями полной независимости, в том числе независимости от своих собственных зависимостей. Да? То есть предполагалось, что если ты алкоголик и наркоман, значит, тобой легче манипулировать, тобой легче понукать, тебя легче контролировать системе, так называемой. Если ты чист, если ты способен быть, что называется, незапятнанным этими самыми пороками людскими, значит, ты сохраняешь чистый мозг, значит, ты сохраняешь способность противостоять и бороться. И именно в этой среде появились первые, что называется, зожники, первые ребята стратегии, и оттуда же более-менее широкое распространение получили идеи веганства и вегетарианства, хотя они как раз-таки в этой среде впервые, наверное, были более-менее внятно сартикулированы еще в 60-х у хиппи. Но так как в американской рок-культуре все очень взаимосвязано, поколения как бы залинкованы между собой, да, то, в общем, ничего странного нет в том, что эти самые идеи были поддержаны в 80-х и определенными кругами неформальной молодежи подняты на флаг. Поэтому... И с тех самых пор панк и хардкор стал у большого количества людей, которые увлекаются этими жанрами, вовлечены в эти субкультуры, ассоциируются в первую очередь не с беспредельщиком, который бухой валяется в своей собственной блевотине у помойки, из которой он только что ел,
а с людьми, которые как бы ответственно относятся к своему собственному здоровью, ответственно относятся к своей возможности генерировать трезвые мысли, генерировать четкую позицию, генерировать сильные позитивные какие-то эмоции. Ну и еще, если мы говорим о веганстве и вегетарианстве, провозглашают и продвигают идеи справедливого отношения абсолютно ко всем живым существам. Оттуда это выплеснулось в большой мир и выплеснулось в мейнстримовый рок. Я предполагаю, вот такая примерная история была. Почему это так произошло? Просто сейчас в России, как правильно было замечено неоднократно, мы догоняем все время, да, мы догоняем. Сейчас, конечно, разрыв сокращен, он совсем не такой, как был 10, 15 или 20 лет назад. Тем не менее, тенденции какие-то, которые сейчас возникают, и которые сейчас у российских ребят, вовлеченных в субкультуры, начинают вставать во главу угла, или это уже происходит 5, 7, 10 лет, они некоторым образом шокируют обывал, или людей, которые просто не слишком близки к этому, потому что у них сформирован образ, потому что у них сформирован стереотип. И они этому стереотипу следуют. Все мы знаем, как тяжело ломаются стереотипы, насколько это больно для психики, когда что-то оказывается не так, как ты привык верить 10, 15, 20 лет с детства. Я согласен тоже с тем, что я такого тренда не вижу. Мне кажется, что такое может ощущение возникать. Короче, есть просто еще какой нюанс, что сейчас же время как бы таких, информационных пузырей, да, время как бы свободы самовыражения, как съема ярлыков неких. И то есть если раньше, была устоявшаяся, да, какая-то история, что если ты там рокер, ты должен обязательно быть, блядь, в косухе, например, то сейчас как бы такой темы нет. То есть есть просто рокеры, которые ходят в косухах, а есть, которые не в косухах. А есть рокеры, которые бухают, а есть, которые зожники. И это естественная история. Просто стало очень много разного всего. То есть нет какой-то одной мейнстрим-волны, которая, именно культурной, которая, всепоглощающей бы какой-то была, даже внутри жанра. И поэтому, мне кажется, это нормальная история. Дим, смотри, раз ты убегаешь... Я просто одел косуху, так как зашла речь. Слав, у тебя же, кстати, был трек, и мне кажется, ты там на эту тему примерно и высказывался. Не рок-н-ролльщик? Да, по факту, да. Про то, что ярлыки — это глупо. Рокер не обязательно должен быть бухающим каким-то типом, либо... вообще каким-то, то есть, какой-то человек конкретный, он не обязательно должен быть каким-то, он может быть совершенно любым, и это, мне кажется, очень круто, что, сейчас это так, то есть ты можешь быть, независимо от жанра, от стиля музыки, да, то есть, либо еще какой-то принадлежности своей, ты при этом можешь одеваться как угодно, можешь говорить что угодно, думать что угодно, и высказывать это, и обязательно найдется какая-то, то есть ты обязательно всегда найдешь какую-то аудиторию, там, да, или какую-то тусовку, так скажем, где будут люди думать точно так же, и ты как бы никогда не одинок. То есть интернет, мне кажется, в этом смысле очень, конечно, очень сильно повлиял, короче. И соглашаясь со всем сказанным передо мной, я бы еще добавил просто этот нюанс к этому всему. Но это то же самое, как с патлами, наверное, да? То есть если раньше постоянно все металлюги должны быть потлатые, то сейчас и лысые, и потлатые, и с ежиками, и стриженные, и, не знаю, как не грози Южному Централу, такая с бантиками. Я еще хотел добавить, что алкоголизм и наркомания... например, алкоголизм никогда в России не был способом противопоставить себя большинству, да, а наоборот, совпасть с ним полностью. Так что уж тут. Если ты в России, если ты бычок кидаешь не мимо урны, а прямо в урну, ты уже панк-рокер, по большому счету, потому что это сопротивление, это протест против трендов, которые поддерживает абсолютное большинство. Если изначально говорить, то я, как ты сказал, то, что как мне сейчас такого нет, учитывая то, что работаю с молодежью, то, что нету у них прям такого супер. А в плане ебли, как они там? Еще есть пока что? Не звали, сволочи. Я, кстати, слышал, что у молодежи сейчас тренд на сексуальность. Я тоже об этом слышал, поэтому и спросил. Я с молодежью давно не работаю. Я бы, может, и рад был бы поработать с ней, но она не хочет работать со мной. И мне интересно, потому что, да, действительно, многие говорят, что как бы именно эта тема, она как-то ими вообще опускается. То есть мы бились там как раз-таки за то, чтобы это все было по полной, да, а нет, это нам не интересно, ебаться, да нахуй. Может, просто доступность порно
решил свой вопрос. Ты там уже Вопросы. в 12-14 лет к этому всему имеешь теперь огромный доступ бесконечный, и к 18 уже присыщаешься и такой думаешь, чем бы заняться-то, кроме этого? Вот опять могу сказать, здесь опять все относительно вот делится, потому что у меня есть группа одни, ну так условно, по-доброму назвать их ботаники, которые такие типа там, или как хипстеры, это современное слово, вот они такие в рубашках, так что-то там прилежно играют, а другие у меня есть такие вот, как мы были, такие же волосатики, такие же с матюгами, такие же, опять же, с этим пивком, про который я говорю, поэтому те-то нормально, те, я думаю, чпокаются. У тех все, я думаю, хорошо, а у этих, я думаю, все будет хорошо. Ребят, мне Так, надо идти. Через давайте, да, 24 минуты у меня смена на студии начинается. да. Не хочется Давай, да, опаздывать. Дим, скажи, пожалуйста, какие-то тогда на прощение новости у группы. Прямо сейчас мы находимся, как я уже сказал, в процессе звукозаписи. Мы записываем 16 оригинальных треков, которые будут поделены на две части. У нас уже был такой опыт в 2013 году, когда все, что мы тогда записали, мы назвали «Максимум Хэппи 1» и «Максимум Хэппи 2». И эти две части вышли с разницей в полгода. В этот раз вроде бы получается то же самое. Мы выбрали название для альбома 15. У нас никогда не было цифр в названиях альбомов. И мы придумали, что пускай у нас альбом называется 15, так как он является 15-м номерным студийным альбомом, а когда выйдет часть 1 и выйдет часть 2, 15 и 15 составит цифру 30. А именно столько лет группе «Тараканы» исполняется в 2021 году, о чем лично мне просто страшно подумать. И это вторая часть наших текущих планов. Прямо сейчас мы в столь тревожную, нелегкую для любых музыкальных планов годину, тем не менее, пытаемся сверстать мощный, нарядный, классный юбилейный тур, который, как я надеюсь, начнется уже в марте месяце будущего 2021 года и продлится до его конца. Соответственно, наши ближайшие планы. Первая часть нового альбома выходит еще в 2020 году. Мы планируем выпустить в первую половину декабря. Вторая часть нового альбома выйдет в марте, где-то в разгар, я надеюсь, юбилейного тура. Юбилейный тур, собственно, новый Best, который будет уже приурочен к 30-летию. Масса видеоклипов, потому что песни многие получились достойные экранизации. Так что вот наши ближайшие планы. Большое спасибо за то, что дали мне проучаствовать в вашем шоу, ребята. Со всеми был рад познакомиться, или если были знакомы, повидаться. 8 ноября, приходите к нам в «Аврору» на концерт. В Москве подобный же концерт, большой сольный, мы будем играть с 7 накануне 7 ноября в субботу в главклубе. Тоже приглашаю. Всем пока. Пока-пока. Пока. Ребят, давайте еще поболтаем. Не торопитесь так сильно, как Дима. Не, Есть конечно, давай, вариант? конечно. Приятно просто же еще беседуем. Прикольно, что и когда-то мой друг лет, не знаю, 10 назад снимал фильм про рок-музыку в России «Get Through, Stay Loud». И он там меня снял, и вот Спирин, Дима, там был заглавной звездой. Он, конечно, много и интересно рассказывал уже тогда. И вот какой-то некий флешбэк произошел. Помню, этот фильм я помню. Red Hot Chili Peppers расстались со своими суперменеджерами Q-Prime. За этой вывеской сидят Питер Менш и Клифф Бернштейн. В разные годы они управляли такими группами, как AC/DC, Muse, Disturbed, Volbeat, Smashing Pumpkins, Def Leppard, Scorpions и, конечно же, Metallica. Есть мнение, что именно Q-Prime сделали Metallica такой популярной, какой она является на нынешний день. Кстати, РХЧП ушли к менеджменту Мадонны и Юту. Компания называется Maverick. Мы обсуждаем в нашем шоу часто роль продюсеров, лейблов, но о том, что лейбл и менеджмент — это какие-то две разные сущности, никто не говорит. Слав, есть какая-то у тебя информация по этому поводу? И как это вообще разделяется? И разделяется ли в нынешних российских реалиях вообще? Вообще, конечно, разделяется. В российских реалиях просто этого всего вообще особо нет, потому что рынка нет, особо. И нет кадров, нет людей, у которых был бы опыт какой-то. То есть, знаешь,
Вот у нас, допустим, мы когда попали на Газгольдер, да, и выпустили альбом, вся широкая общественность, так сказать, они думали... Ну, то есть это было очень забавно, потому что я слышал это мнение даже от чуваков как бы из тусовки, кто, в принципе, ну, примерно, как мне виделось, понимает, как устроен российский, да, типа, вот, музыкальный рынок, высказывал часто мнение про то, что, типа, ну, там, нам написали, или, там, за нас придумали, или, там, типа, нам сказали делать так. И это было смешно, потому что, когда ты оказываешься внутри этой движухи, ты понимаешь, что этого вообще не существует. Типа, никто в России не знает, как написать хит. Типа, ну, то есть, те, кто знают, те пишут. Это, там, Моргенштерн, какой-нибудь Слава Мерлоу, там, и выпускают. А такого чувака, к которому ты бы пришел, он тебе там рассказал, как, типа, сделать круто, ну, просто нет. То есть, типа, все, ну, как бы просто как-то плавают и хаотично выстреливают в какие-то разные стороны. Вот. А что касается именно менеджмента и лейбла, ну, на самом деле, роль менеджмента я ощутил совсем недавно, на самом деле, то есть насколько это важно, потому что я столкнулся с не очень положительным опытом в этом смысле и понял, насколько это сильно может влиять. И поэтому лейбл, мне кажется, то есть лейбл — это, по сути же, издательское, как бы, агентство, то есть, типа, у них есть, допустим, своя аудитория, на которую они могут вещать. И, Площадка опять же, какая-то, да? Или что это? да, ну, то есть, типа, это может по-разному быть, то есть, допустим, в случае, там, ну, с тем же Газгольдером, по сути, главный ресурс медиа — это, типа, вот Вася, ну, типа, Баста. И, то есть, соответственно, как бы за счет его, слово забыл, авторитета, да, он может каких-то артистов подтягивать и на них будет обращать внимание. То есть, по факту, лейбл любой — это что-то вот это вот. То есть, типа, либо какая-то есть личность, да, какой-то известный артист, который за этим стоит и как бы за собой подтягивает, как там Как доктор Дрейк, Дре. я слышал, или как Дрейк Дрейк, постоянно делает фиты, и это всегда на первое место, и неизвестный исполнитель вдруг получает первое место в билборде. Да. Либо у них есть какой-то другой медиаресурс в виде, там, допустим, суперпопулярных плейлистов на Spotify, или как рифмы и панчи в России, например, типа, это просто огромный паблик, то есть где сидят все школьники, и, соответственно, типа, если в этом паблике что-то начинают форсить, все школьники это слушают. И, ну, то есть какой-то медиаресурс, он может быть любым, но, в общем, типа, задача лейбла, она, в общем, в этом, то есть, типа, распространить твою музыку. Менеджмент, он же включает в себя, собственно, менеджмент, ну, то есть управление делами артиста. То есть... Бизнес, там, получается, да? Нет? ну, по сути, да. То есть составление плана релизов, типа там какие-то сросты, то есть типа где-то что-то подешевле сделать, какие-то косты, чтобы там скостить. То есть типа, чтобы ты за рекламу платил там не миллион, а там 500 тысяч, например, ну, вот условно. И то есть из этого всего очень много всего складывается. Кроме того, музыканты же, как правило, люди... ну, довольно, как сказать, эмоциональные, да, типа, и не очень системные. А как бы музыка любой музыкальный проект, ну, я имею в виду, конечно, если им занимаются вот так вот, как бы на полном серьезе, это все-таки бизнес же проект, то есть он все равно коммерческий. И тут важно выстраивать правильные вот эти все системы, да, типа, коммерческие, чтобы это все работало, потому что, ну, одно дело, когда чуваки играют в гараже для себя, там, и так далее, другое дело, когда это хочется поставить на поток, чтобы это работало, чтобы это, ну, в общем, чтобы, типа, всегда качество увеличивалось, типа, снимались лучше клипы, там, дороже записывались альбомы и так далее, и так далее. Вот, и менеджмент, собственно, он вот в этом заключается. То есть вот если разделять лейбл и менеджмент, то... Менеджер — это человек по факту же, да? Просто, ну, некий сотрудник, и у него есть скиллы видеть какую-то общую картину, где-то с кем-то договариваться вместо артиста, вести какие-то даже концертные, наверное, менеджер часто берет на себя обязанности. Но как эти люди появляются? Кем они до этого работали? Это бывшие музыканты? В России просто, насколько я понимаю, это люди совершенно, ну, то есть левые. В лучшем случае это какие-то музыканты, которые, типа, ну, не стали музыкантами. В худшем это просто друзья. Ну, то есть, типа, просто чуваки, которые тусовались рядом, и просто которые, типа, нашли себе... Ну, знаешь, как, типа, бывает такое, что в группе друг становится басистом, а бывает такое, что вот менеджером, типа, становится, допустим, жена там басиста. Ну, то есть, это же вот частая история. И на самом деле, типа, из такого вот часто вырастают, ну, реально очень талантливые менеджеры, которые просто не знали о своем вот этом вот таланте. И, ну, вот насколько я понимаю, что вот по сути это два таких самых распространенных пути. И я думаю, что иногда, очень редко, есть такая штука, когда люди действительно приходят из какого-то
ну, из какого-то другого бизнеса в этот, потому что, например, типа, они всегда хотели, ну, то есть у них есть какая-то вот идея фикс, и они как бы параллельно занимаются этим, потому что навыки, по сути, они одни и те же везде, ну, то есть, типа, менеджерить магазин, блядь, продуктов или музыканта, это, типа, ну, вообще, конечно, разная, да, штука, но принципиально именно в плане инструментов они как бы одни и те же, то есть просто их нужно по-другому применять. Поэтому вот мне кажется, что менеджеры берутся вот примерно отсюда. Другой вопрос, что с этим всегда большая проблема, и то есть как бы ты не можешь разместить анкету на HeadHunter и найти себе менеджера. Поэтому, мне кажется, чаще всего это и становятся друзья, потому что с точки зрения именно как бы работы какой-то там, ну, конечно, это непростая работа и так далее, но ей можно научиться. А вот именно проверенного, надежного человека, который, что самое важное, типа, очень хорошо бы тебя понимал, ну, то есть, что ты хочешь, на что ты готов пойти, на что ты не готов и так далее. Потому что очень многие решения же, как бы, менеджер должен на себя брать, чтобы музыкант, как бы, в этом всем не участвовал и себе, как бы, бошку этим не засорял. Потому что, когда, ну, понимаете, когда ты начинаешь думать очень много, типа, о какой-то коммерческой стороне этого всего, ты начинаешь, блядь, и это начинает и на музыку влиять, и на все остальное. И это, как бы, чаще всего нехорошо. И поэтому это должен быть человек, который, кроме того, что ты ему можешь доверять, он еще должен очень хорошо тебя понимать просто как, ну, вот по-дружески, как человека. То есть, И принимать что ты решения. вообще... Да-да-да. Я вспоминаю сразу же истории с Black Sabbath и Sepultura, где как раз менеджерами становились жены, если я правильно понимаю, Ну да. вокалистов, которые в итоге тянули одеяло, конечно же, в сторону своих мужей, и из-за них, получается, ну, две культовые группы по факту распались. То есть какая-то власть у менеджера присутствует. Плюс это же обычный человек со своими амбициями, со своим эго, и он может активно участвовать в творчестве, видимо, группы. Это просто женщину на корабль пустили. Мужики бы типа разобрались бы, да? Вов, ты немножечко Переврал? путаешь местами, потому что они сначала были менеджерами, а потом Мгм. стали женами, как было с Глорией Кавалера. А. А, собственно, Шерон Осборн, она сначала работала с Black Sabbath, ее отец был известным директором и менеджером. Откуда у нее фамилия Шерон Осборн была тогда? Но она стала позже, когда Оззи ушел из Black Sabbath, она стала заниматься его делами, а потом постепенно стала и женой. Это у нее просто То есть- фамилия такая, Шерон Осборн одна. Как-то так. Что вы думаете, Александр, по поводу менеджмента? Есть у нас менеджеры в стране вообще? На этот вопрос я, наверное, тебе не отвечу, но вчера я на другую историю расскажу, что бывает совершенно по-разному все это происходит. Я вчера смотрел выпуск Арии, они сняли перед 35-летием разные выпуски про разные годы группы. И я все время раньше думал, мне не бились никак цифры никогда. То есть группа играет стадион, там шоу, ну я примерно представляю, сколько оно стоит, например, там 3 миллиона. Думаю, с билетов это не отбить. И потом они рассказали, что в конце 90-х к ним пришли ребята из Харли Дэвидсон, они были фанатами Арии, и они стали спонсировать группу. Потом еще появлялись какие-то ребята, я не помню фамилий. И то есть люди просто помогали, меценатство на Руси, в общем. Очень хорошо работает, я так понимаю. А так всех директоров, менеджеров групп, которых я знаю, это, как правило, друзья были. А если это были не друзья, то это, скорее всего, недолго длилось сотрудничество. Может, есть курсы иностранные, куда можно отправлять русских англоговорящих людей, чтобы они там набирались опыта, возвращались сюда и ковали здесь уже железо? Да просто, мне кажется, эта проблема-то, типа, всегда в одном, что денег нет. Ну, то есть, типа, просто в рынке нет денег. Сейчас, как бы, когда начали появляться стриминги и вот это все, типа, деньги начинают появляться рэперы, там, которые зарабатывают, ну, и рокеры, которые зарабатывают. Ну, то есть, в принципе, музыканты, особенно независимые, да, то есть, как бы, когда такое было. И поэтому сейчас, мне кажется, начинают появляться менеджеры и еще будут появляться, потому что, ну, в любом случае же человек, который, как бы, хочет заниматься чем-то таким, очевидно, что у него есть какая-то коммерческая жилка, и, соответственно, он хочет, ну, на этом зарабатывать. И мне кажется, что это, типа, основной движок и будет, что, типа, деньги в индустрию приходят, это должно все появиться, мне кажется, так. В заключение мы просим каких-то рассказать о планах. Да, на канал приходите, буду рад, если придете, потому что у меня очень странный канал с каким-то количеством вроде 1000 подписчиков, а просмотров никаких непонятных. У меня есть проект «Мораториум».
который там в 17 году у меня есть альбомчик как-то коряво по-свойски своими руками дома записан. Есть у меня как бы лайв-бенд, скажем, здесь у меня в городе, я же в области, в Ленинградской. Бенд-то как называется? А бенд называется очень странным названием «Художники, что продали свои души». А пожелать я хочу всего, чего только можно, конечно же, слушать крутую музыку, как бы. Понятное дело, что мы все металюги здесь такие, рокеры, топим за металл. Ну, просто слушайте хорошую музыку, потому что ее полно везде. Просто. Ну, наверное, первое, что у нас 5 ноября концерт, собственно, в Питере, 15 ноября в Москве. Так что пригоняйте всех буду рад. Вова, Саша, вы тоже пригоняйте. Но у меня сейчас будут выходить релизы по Аскал. Там уже первый вышел, так что тоже, если кто не слушал, послушайте. Послушайте, трите. Я был рад очень пообщаться, очень интересно. Пожелать, я не знаю, что пожелать. Я бы пожелал так, наверное, всем, чтобы этот 2020 год наконец-то уже закончился, и за последние вот эти 2 месяца ни у кого не произошло ничего сильно плохого, потому что год, конечно, полный пиздец. Да, спасибо большое, что пригласили. Это было очень внезапно, неожиданно, но было очень круто. Вам спасибо, что пришли. Классно поболтали. Все, ребят, спасибо большое, пока. Результаты конкурса. Победил вот этот вот комментарий. Спасибо, что пишете треки. Мы все читаем, все записываем. И в пятницу уже будет обновление плейлиста Spotify. Если не подписаны, подписывайтесь и давайте слушать, обсуждать музыку вместе. Новый конкурс. Чтобы читать комментарии под выпусками было еще интересней, пишите там какой-нибудь анекдот. Может быть пошлый, может быть музыкальный. В общем, любой возможно и можно писать все. Анекдот-победитель, возможно, прозвучит в следующем выпуске программы. Golden.